Я отправляю девочек, а сам остаюсь. Полный бред! Sorry. В общем, буду показывать вам Европу, друзья. Каково здесь жить? Дорого. Друзья, привет! Самуи провожает нас хорошей солнечной погодой. Сегодня очень жарко. Практически собрал все вещи. Эта коробочка полетит уже после меня. Этот чемодан полетит после меня. Тот чемодан полетит со мной. Все это сейчас упакуется в эту коробку. Я надеюсь, что я закончу уже на этом. Hello, guys! Last day in Samui. How do you feel? We leave. How do you feel? Very sad. You look so scared. В общем, все, мы загрузили Стива тоже. В общем, не заканчиваются вещи. Но я надеюсь, что уже все. Привет! Привет! See you again. Ой, это кто? Привет, красотка. Привет, ты такая маленькая, такая сладкая. Ребята, знакомьтесь, это Лира. У нее прекрасное имя. Она маленькая, ей 3 месяца. Пойдешь на ручки? Да. Я 1000 лет этого, кстати, не делал. Привет. Привет. У кого такие маленькие пальчики? Ну что, придумали? Получилось? Ничего себе, вы, конечно, изобретательный. Смотрите, вот так вот мангал можно перевести. Фух, все, мы практически собрались, скоро выдвигаться уже в аэропорт. Thank you! Это так мило. Капкун Макап. Спасибо. Thank you. Thank you. I wish you all the best. Okay? Good luck. Good luck. Okay? Thank you. Они нам всем цветочки подарили. Кам, это так мило. Так, что-то с нашим Тео. Мы не знаем, что произошло. В общем, Тео остается. Оставляем его сайз. Офелия, не трогай его. Что с тобой, малыш? Он поломал шкаф и уснул. Я рядом, Тео. Смотри. Что, у него перелом, что ли? Да нет. Опустите его на пол, он ходит не может, Янг. Может, укусил кто-то? It's okay. Ну все, ничего не болит. Просто что-то, он, видимо, чувствует. Ты чувствуешь, да, что мы уезжаем? Малыш, мы тебя заберем. Хорошо? It's broken, man. Все хорошо. Не, с лапой все в порядке. Он просто не хочет ходить. В общем, он остается, пока ему сделают все нужные вакцины, тесты, и только после этого где-нибудь в январе-феврале нам его смогут отправить. Девочки, любите его! Ну все, мне кажется, самое правильное прощание с островом Самуи. Я пошел. Я буду поэтому скучать. Они, в общем, все собрались нас провожать. Видишь, как много народу нас провожает. Привет, ребята, а вы как здесь оказались? Снова мы. В общем, мы все ждем Камилу и едем в аэропорт. Мы тебя любим, мы к тебе вернемся. Точнее, ты к нам вернешься. Блин, как они все чувствуют. Да. Ну все, мы готовы выдвигаться. We are ready to go. Капкун Макап. Thank you. Bye-bye. Thank you. Yeah. Так, Афель, поднимайся. Мы загружены по самые не балуй. Все, поехали, девчонки. Поехали! Спасибо, что приехал, дружище. Я вас просто так не отпустил.
Какие шузы! Вау! Это мама Я, выбирала, кажется, да? ничего не вижу. Я ослеп. Камила, ты готова улетать? Нет. Ну надо. Радуйся, радуйся, мы улетаем, мы улетаем. Ну красивые, я его давно не видела такие. Ну, кстати, да, еще одно преимущество, видите, сразу приоделся. Я Всем пока! Я хочу этого видеть. Я вчера так же делали, кстати. Так. Спасибо вам большое, дороги. давай, вот так вот. Ты такая счастливая, у тебя глаза так блестят. Ты любишь путешествовать? Ты готова прощаться с островом Самуи? Вот как ты чувствуешь, как у нас будет в самолете? Все будет прекрасно, малышка. У нас все будет круто. Что мы будем там есть, что мы будем там делать? Сейчас у нас будет маленький перелет, всего 1 час. Потом будет большой перелет, 12 часов. Мы всю ночь будем лететь. Всю ночь, да? Уезжаю я, не сказав прощальных слов. Уезжаю я. Вот и кончилась ночь. Все, прощаемся с островом Самуи. Ой, это классно! О, какой самолет большой, девчонки. А ну-ка, смотрите, это красотка, это моя мама, это моя мама. А красавец это папа, пах-пах-пах. Какие красивые, а? Я хочу сторис, подожди, Амелька, подожди. Мам, Ну, все, мы в самолете, мы летим в Бангкок. Афелька, ты такая счастливая. У Афельки душа путешественника. Life surfers. В общем, мы багаж получили, идем его снова сдавать. У нас небольшая пересадка, и мы летим в... Ага, сейчас. Ну ладно, ладно, там на месте вам скажем, где мы. Вот он момент истины, ребята. Проверяют все документы досконально. Мои все китайские визы просто по очереди с датами, все зачекали. Ну там прям серьезно, видите, у меня 2 паспорта, все запутано, они прям пытаются понять, стараются. А у меня там виз куда хочешь. Я не могу в это поверить, я как переживала всю неделю просто. Нас пропустили, я сейчас пишу в группу в чате. А я даже и не сомневался. Она пыталась меня разбалансировать, но я не поддавался. Мы улетаем из Таиланда. Ребята, я, в общем, что-то погорячился, я никуда не лечу. Я отправляю девочек, а сам остаюсь, потому что у меня проблемы. Хотя у меня есть все билеты, миллион документов. КЛМ сняли меня с рейса, потому что Нидерланды не хотят, чтобы я летел. Вот, потому что я был здесь по туристической визе, а не резидентской. И несмотря на то, что я здесь был 6 месяцев, у меня есть все документы. Они сказали, что я полететь не могу. У меня был рейс через Амстердам до Берлина. Вот, теперь мне нужно смотреть прямой рейс в Германию. Я сейчас буду этим заниматься и отправляю девочек в Сербию. Вот, пришлось вам все рассказать. Все, давайте, пойдемте обниматься. Будешь по мне скучать? Ничего, все будет хорошо, мы скоро встретимся. Это место очень знаковое. Здесь я прощался с родителями, когда провожал их. Теперь я прощаюсь с девочками. Они летят в Сербию. Я никуда не лечу. Вот, сегодня точно никуда не лечу. Я вас люблю. Давайте 5. 5. Давайте. Давай. Молодец. Помогайте маме и слушайтесь маму. Я вас люблю. Что за паршивый мир, а? Вот во что он превратился? Просто жили все спокойно. Теперь, блин, каждый пишет какие-то правила, которые хочет, и вот так вот ставит людей в непонятные ситуации. Я должен прилететь в Бангкок и остаться ночью в аэропорту, не понимая вообще, что дальше. Ладно, пойду искать себе билет на завтра. Вот, надеюсь, что завтра я хотя бы улечу уже отсюда. В общем, ребята, я обратился в Люфтгансу, потому что мне нужно попасть в Германию. Сейчас у меня изначально была запланирована поездка в Германию, в Берлин. И
Они сказали, что все нормально, ты можешь лететь, если ты 6 месяцев был в Таиланде, то никаких проблем нету. А КЛМ, значит, они сказали, что ты не работал, у тебя не было work permit, у тебя не было резидентской визы, ну и типа Голландия по этой причине тебя отказывает в транзите. Ну вот, чтобы вы понимали дословно, что мне сказали. Полный абсурд, конечно же, я не знаю, ну, понятно, что я буду разбираться, но это как бы сильно ничего не поменяет, мне нужно было улетать, а не разбираться. Ребята, небольшая помарочка. Я лечу сегодня. Мне сейчас сказали, что ты летишь сейчас, потому что до этого мне сказали, что есть вылет завтра. Сейчас говорят, ты прямо сейчас можешь улететь? И я вписался, я лечу. Теперь я в immigration на паспортном контроле. У меня 2 паспорта, 1 паспорт. Ну, в общем, те же причины, по которым я не мог получить визу. Паспорт закончился, в паспорте штамп о прибытии. Она говорит, ты должен вылететь по этому паспорту. Я говорю, окей, хорошо, он закончился. Что мне делать? У меня есть 2-й паспорт, который имеет такую же юридическую силу. Говорит, ты не можешь улететь? Вот мы уже дошли до начальства immigration, вылет у меня очень-очень скоро. В общем, забавно. Я уже расслабился и пустил ситуацию на самотек. Я думаю, что будет то, что будет. Полный бред! Sorry. Как вы поняли, сдаваться не в моих правилах. В общем, с immigration я тоже разрулил. В итоге они сделали то, что должны были сделать immigration на Самуи и на Крабе. Они просто перенесли штамп о прибытии из старого паспорта в новый. И вот я уже лечу в Цюрих. Все, я в самолете. Мне не верится, ребята. Я никогда не был так рад оказаться в самолете. Полет нормальный. Самолет практически полностью пустой, что позволило спокойно поспать лежа 8 часов. Я выспался, сделал растяжку, посмотрел 1917, который давно хотел посмотреть. Фильм, кстати, гениальный. Сняли его практически одним кадром, но, по крайней мере, такое ощущение складывается. Через полчаса мы приземлимся в Цюрихе и буквально с пересадкой в 1 час уже полетим в Голландию. Мы в Европе, ребята. А здесь не так уж и холодно, ребята. О, да. Я на европейской земле. Какой кайф, ребята. Я как будто бы расправил крылья. Это было хорошее решение улететь. Ну все, друзья, можете меня поздравить. Я официально прошел паспортный контроль, получил штамп паспорт. А сейчас с действующим Шенгеном, с российским паспортом вы не попадете на территорию Европейского Союза, потому что нужны дополнительные документы. У меня дополнительным документом была справка из госпиталя о том, что мне нужно обследоваться, проверить зрение. Спасибо моему другу Зурабу, потому что он мне помог с оформлением этой справки. Их сейчас очень сложно получить, но, как видите, я на месте. Буквально минут через 15-20 я думаю, что я вылечу в Берлин. В общем, буду показывать вам Европу, друзья. Peace. Это оказалось непросто, но тем интереснее. В общем, я прилетел в Берлин, у меня уже есть машина. Я снял себе жилье, я решил все сделать здесь, на месте. Ничего не готовил заранее. Но машинка так солидная, ребята. Давайте посмотрим. Кстати, механика. О, да, как я соскучился по этому состоянию. Берлин встречает меня шикарной погодой, ребята. Знали бы вы, как я кайфую сейчас. Я соскучился по этому вайбу. Европа, конечно, это совершенно другой мир. После моей виллы, конечно, что бы я сейчас не снял, оно будет казаться очень маленьким, ребята. Вот такая кухонка у меня. Здесь, в принципе, есть кровать. Уже неплохо. Ну, а здесь такая ванна. Конечно, когда я смотрел, оно казалось все более шикарным и большим, но по факту есть что есть. 4 дня, есть где спать, есть где есть. Все прекрасно. И у меня есть помидоры, ребята, я так соскучился. Осмотр Берлина я решил начать с одной из центральных площадей, Александр-Плац. Названа в честь русского императора Александра I, который в свое время победил Наполеона. Раньше здесь располагалась рыночная площадь, но с 1812 года ее полностью перестроили, и сегодня основными достопримечательностями Александр-Плац являются часы мира, которые вы видите прямо сейчас за мной, здание железнодорожного вокзала, телебашня, а вот это дом учителя. Также здесь есть фонтан Дружбы народов, до него нужно дойти, сейчас покажу вам.
Как и обещал, знакомьтесь, друзья, фонтан «Дружба народов». Друзья, в общем, решил взять байк в аренду. Прохожу, слышу армянскую речь. Рудик, наш армянский друг, он здесь 20 лет в Германии. В общем, я у него арендовал, он мне сделал еще и скидку по-братски. В общем, все как надо, все по-армянски. Сейчас мы приехали на площадь музеев. Прямо передо мной сейчас Берлинский собор. Он находится в районе Музейного острова. Здесь вокруг музей, красота. В общем, у меня нету времени всем этим сейчас заниматься. Я просто покажу вам, как это выглядит все снаружи. Вот такой небольшой видеоряд. Поехали. Друзья, я побыл для вас немного гидом по Берлину и понял, что эта роль мне сегодня вообще никак не резонирует. Мне не хочется копаться вот в этих деталях, кто, что, где, когда. Мне просто хочется глобально, масштабно наслаждаться атмосферой и быть здесь и сейчас. Вот, поэтому давайте сегодня просто отдохнем. Чуть попозже поедем ужинать с моим другом Мартином. Он из Латвии, живет и работает в Берлине. Мы с ним познакомились во время курса по парашютному спорту в Испании. Вот о чем я говорю. Никуда не нужно спешить, все и так происходит. Обратите внимание на эту парочку, которая катается по городу в кровати. Очень круто. Я соскучился по своему скутеру. Здесь есть, в общем, шеринг скутеров и самокатов. В общем, приложение скачиваешь, сканируешь QR-код. Так. Вот. Берешь его в аренду. Написано, нужно одеть шлем. Наверное, есть и шлем. Облом. С российскими правами нельзя. Вообще, российские документы перестали цениться в Европе. Да и вообще во всем мире. К сожалению. В общем, пойду пешочком. Самокат у меня есть. Поехали. Блин, ну конечно же кайф, а? Сегодня и на велике, и на самокате. А завтра вообще походу во Францию погоню. Странная жизнь, очень странная. Но веселая. Ребята, я вам говорил, что я встречаюсь со своим другом, это Мартин. Мартин прыгал со мной из самолета. I just said we jumped from the plane together, so we are good friends. Очень крутое место, нас закормили до отвала. В общем, закончил ужин с Мартином, решил прогуляться, дошел до дома, уже собирался идти спать, и тут мне позвонил Петро, мой итальянский друг с той же Испании, с парашютного спорта. И оказывается, он в городе, и мы сейчас собираемся встретиться, поеду за ним, немножечко потусим. Так что день продолжается. My man. I miss you, brother, huh? Ребята, времени, проведенного в Берлине, стало достаточно. Смотрите на это, чтобы понять, что это город разнообразия и контраста. В принципе, я понял, что ничего нового я для себя не увижу. Я встретился с друзьями, которых надо было увидеть, которые здесь живут. Я бы с удовольствием еще увиделся с Джошем. Он во Франкфурте, и, наверное, когда-нибудь в другой раз мы это сделаем. Вот. И в связи с этим я понял, что завтра я... Так, опа, вот, видите, как все непросто. Переезжаю снова. Вот. С утра пораньше встаю, пакую свой чемодан и переезжаю. Вот. Вот как здесь, кстати, все работает. И куда я еду? А вот это вот снова будет сюрпризом, ребята. Пусть будет такая традиция. Я буду постоянно куда-то ездить, и это будет сюрпризом. Вот. Так что завтра снова в путь. Но я теперь живу в очень-очень скромных условиях. Вот это мой дом. И такой вот легкий творческий бардак. Снова собирать чемодан. Друзья, доброе утро. Я прощаюсь с берлинской квартирой. Я собрал чемодан. Сейчас я еду в прокат, где я взял машину. Мне нужно согласовать с ними выезд в другую страну. И, в принципе, я буду готов покинуть Берлин.
Я все уладил, снял все ограничения по пробегу, договорился, что я выезжаю из Германии. В общем, теперь я свободный человек, вся Европа передо мной. Берлин встретил меня солнечной погодой, провожает также. Я очень благодарен этому месту. Вот, я взял все, что нужно было, теперь время двигаться дальше. Впереди меня ждут большие приключения. Очень долгий роуд-трип. 400 километров позади. Первая остановка, заправка. Я вообще очень люблю европейские дороги, всю инфраструктуру вокруг них. Очень удобно, не устаешь в пути. Вот, можно просто 1000 километров вообще легко дать. Едем дальше. И сегодня за рулем на телефоне. Реально очень много разговоров, которые нужно было сделать, и мне не хватало времени, потому что я вечно куда-то бежал. Осталось пару часов, и я уже буду на месте. Все, друзья, я на месте. Добро пожаловать в Цюрих, Швейцария. 900 километров на одном дыхании. О, боже. Я немножечко затек. Я это сделал. Пойдемте в гости. Ребята, доброе утро. В общем, Катюха меня приняла, накормила. В общем, максимальную гостеприимность проявила. Катя очень хороший друг. Она сестра моего близкого друга Федора. Его вы видели. Он неоднократно появлялся в моих сюжетах. Кать, расскажи, где ты живешь? Что вообще за район? Давай. Всем привет! Живу в Цюрихе. Район называется Оерликон. Если смотреть по-московски, это где Смоленка. Смоленская находится от Александровского сада. Примерно так, только в 10 раз меньше. То есть это центр? Это, ну да, это центр, да. Ну ладно, все, мы сели в машину. Теперь рассказывай, каково здесь жить? Дорого. Дорого, красиво, немного скучно. Ну, короче, если не вдаваться куда-то в негатив, то жить красиво, но очень-очень дорого. Правда, ребята, очень дорого. Если вы потеряли ключ, он, на самом деле, его можно сделать, но ты делаешь его только через одно заведение, где делаются по всей Швейцарии ключи, и он у тебя нумерирован. Тебе надо поменять полную личинку, и вот этот ключ, который вы теряете, я вот у Армена спросила, сколько стоит замена ключа, он сказал $50. Я заплатила практически 600 франков, это 600, ну практически 600 евро, чуть-чуть там различия есть. Поэтому не теряйте ключи, а лучше прячьте в каком-то месте. То есть это 54-55 тысяч рублей за то, чтобы поменять... Сделать просто ключик. Офигеть. Да. Чек, например, на врача. Вот сейчас я Арману показала, чтобы сходить к врачу, просто сдать анализы, стоит. Это первый чек 1243 франка, второй будет 400 франков, третий будет 300 и четвертый будет 70, по-моему. Ну, то есть 2000, давай так округлим. Нормально ты сходила. Здоровая. Зато здоровая. А как лечение? То есть на уровне или ничего особенного? Наши врачи посильнее будут. Серьезно? Да. Да, наши врачи посильнее. Ребята, Швейцария... Ну, это мое мнение. Захватывает. Ребята, знакомьтесь, это Берн. Столица Швейцарии. Ребята, это Sky. Ее зовут как небеса, Sky. А это Ocean, как океан. Они вообще прекрасные ребята. Очень красивые, умные, хорошие. Мне вообще нравится, когда смешивается кровь. Энди, он итальянец. Че, она тайка. И получается вот такие прекрасные дети. Ребята, медведи в центре города. Берн переводится как медведь. То есть столица Швейцарии в переводе означает медведь. Это символ города. В городе очень много фонтанов, и каждый из них имеет свою историю. В основном это какие-то сказания, легенды, сказки.
В общем, очень красивый город, я прям в восторге. Смотрите на это, как будто реально в сказке оказался. Этим часам больше 1000 лет. Вся вода в Швейцарии питьевая, в любом месте, в принципе. И очень вкусная. Я не думаю, что солдаты раньше носили маски, но это выглядит очень забавно. Река называется Аре, она вокруг, получается, города, окутывает его. Спасибо большое. Все. Keep your mind open. Keep your mind open. Be flexible. Flexible. Mountains, mountains. Yes, Interlaken. See Interlaken? Интерлакен. Мы сейчас едем в Интерлакен. Я не знаю, что это такое, но скоро увидим. Ребят, я не знаю, в какой момент выключать камеру, потому что хочется снимать все здесь. Очень красиво, невозможно, наверное, передать эту всю атмосферу. Но это так масштабно, это так круто. Я прям кайфую от всего происходящего. Мы добрались к водопаду. You are a good guy, да? Thank you, brother. Welcome, bro. So again, what is the name of this place? Lauterbrunnen. 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 Yeah. Lauterbrunnen. It's so difficult for me to remember. It's German. It's very hard for everybody. Unless you were born here, so. You see? Yeah. So basically, if you come here in April, Yeah. you're gonna see the cows going up to the other way. Okay. Okay, and in this period of the year, they return back to their own stable, and they're gonna stay there during the winter. And then again, in the springtime, summer, and beginning of autumn, they will go back to the mountain. Мы приехали в Интерлаген. Смотрите, какая красота. Швейцарский шоколад. Вот зачем сюда надо приезжать. Смотрите на эту стену из шоколада. В общем, здесь, конечно, полное изобилие. Швейцарцы в этом плане сумасшедшие. Ребята, в общем, это был очень крутой день. Вообще, я ни разу не пожалел, что улетел из Таиланда и что доехал сюда. Энди пригласил меня к себе домой. Как родного человека принял. Готовит мне карбонару. Шутник. Thank you. Welcome, man. Cheers, brother. Cheers. В общем, красавчик. Красавчик. Ты красавчик. You are красавчик. 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 Say я красавчик. Yes, я красавчик. Yeah. What is that like? I'm like handsome, like it's like a good boy, like, you know, it's something like. Yeah. I'm cooking you dinner, so I gotta. Thank you. It's. В общем, у меня будет карбонара на ужин от настоящего итальянца в Швейцарии. Это вообще очень круто. And what are you doing? I'm making stuff. О, она здесь готовит, он там готовит. Что за жизнь, что за семья? Я благодарен за все, что у меня есть. Друзья, доброе утро. В общем, я в гостях у Энди. У Энди есть свой бренд одежды для парашютистов и аксессуарки. Называется Option Gravity. Я хочу заказать для себя костюм. И сейчас мы будем брать мерки.
Ну все, друзья, мы в такой домашней обстановочке взяли все размеры. Знаете, какая у меня классная футболка. Это специальная футболка для скайдайверов. Также у меня есть перчатки, это подарок от Энди. И кепка тоже, кстати, подарок. Thank you for present. No worries, man. My friend. Также мы, в общем, заказали костюм. Thanks for listening. So, like, this is Option Gravity. It's a brand that started like a couple of years ago, just for fun. So how many pieces you said? It's completed suit 56 pieces. 56 pieces, 56 кусков. Thanks, brother. Anytime, brother. Enjoy. Мы сейчас приехали покушать. Город называется Биль. Здесь производятся часы и Rolex родом отсюда. В общем, здесь очень много мастерских, которые запустили свои бренды. Swatch, Omega, Blancpain, Rado, Mido, Tissot, Вау! all the watches. В общем, да, все топовые марки, они отсюда. Мы выдвигаемся в путь. Впереди 4 часа дороги. Следующий пункт назначения – Турин, Италия. Вау! Как же тут круто, ребята. Просто посмотрите на это. Озеро Женевы. Мы сейчас подъезжаем к тоннелю Сан-Бернардо. Этот тоннель протяженностью где-то 15 километров соединяет Швейцарию с Италией. То есть мы въезжаем в Швейцарию, а выезжаем уже в Италии. Сейчас покажу, ребят, вам. Блин, такая красивая дорога, я так кайфую, ребят. Каждые 5-10 минут меняется сценарий. Ради этого стоило, конечно, столько кайфовать. Вот мы подъехали, здесь пропускной пункт, нужно оплачивать проезд. В одну сторону стоит 35 евро, ребята. Энди вообще, я не знаю, не дал мне нигде заплатить, ни в одном ресторане, пока я был в Швейцарии. В общем, полностью принял меня, как полагается. Показал итальянскую гостеприимность, и, в общем, я в восторге. Вот, поэтому я их ожидаю к себе. Это такая серьезная дружба на долгие года. Из этого тоннеля мы выйдем уже в Италии. Друзья, добро пожаловать в Италию. А тем временем здесь идет снег. So this guy is just amazing. We're just having a great connection together, and I wanted to take him where I come from here in Italy, in Piemonte, and we are enjoying a good conversation and crazy good Italian food. So this is veal. It's just part of a very big variety of appetizer, and the dinner is going to be enormous. I feel like Yeah, we just started, but I already feel like a lot of food. Anytime. Thank you. Enjoy the food. Enjoy the team. Absolutely. Thanks, See you bro. later. Друзья, доброе утро. Мы, в общем, приехали на дроп-зону попрыгать, но сегодня очень ветреная погода. Так что мы едем на другую дроп-зону. Мы приехали на другую дроп-зону, буквально час езды, и здесь совершенно другая погода. Там было очень ветрено, и мы не могли прыгать. Парашютный спорт полностью зависит от погоды и безопасности выше всего. Ну что, ребят, давайте быстренько покажу вам, как здесь все работает. Это зона манифестации, здесь ты заявляешься на вылет. Вот. Мы заявились, сегодня полно тандемов, поэтому все, как видите, забито было. На 3 прыжка должно быть, если ничего не поменяется, погода не изменится. Это зона для упаковки парашюта. Там тоже точно такая же. Вот это вот мой парашют. Ну и, соответственно, сейчас все проверим, переоденемся и будем готовиться. Первый прыжок позади. Конечно, делать такие большие перерывы не стоит, потому что потом сложно себя находить в пространстве, но было круто. Впереди второй прыжок, мы собираемся сделать его групповым вчетвером. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Ready?
Yeah, bro. Yeah, this time. But we made it, eh? It was so cool. Yeah, man. Yeah, I just got that feeling. You got that feeling. Yeah, it's back. О, как же это красиво под закат. Ну все, я буду поэтому скучать. Непонятно теперь, когда я вернусь. Ну и, конечно же, прекрасный ужин в завершении волшебного, очень крутого, насыщенного дня. Энди, thanks, brother, for everything. Bon appetit.